Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Вот здесь у нас была теплица, а вот сюда мы ее перенесли. Вот поликарбонат, который по кругу шел, мы уже убрали. Оставила я один лист, потом расскажу, для каких целей, и покажу. Вообще мы хотим вот это все, что здесь вот слева направо, если смотреть, мы все хотим раскопать и сделать единым огородом. Работы, конечно, очень много предстоит еще. Тут много и стежек, и вот это все разбирать надо, плитку переносить на новое место, в новую теплицу. Я там по-другому хочу грядки сделать. Здесь у меня было две таких по бокам неполноценных и большая бестолковая в середине. Я хочу сделать по-другому. У нас было здесь 3 грядки длинных. Мы их разобрали, и вот остатки этих грядок видны. И мне в теплице надо тоже сделать 3 грядки, но по-другому, чтобы они были. Я сейчас вот раскапываю, здесь была стежка, а я хочу, чтобы здесь была с краешку грядка. И я хочу вам показать, видите, мы вот такие вот железные, муж пилил, куски профиля, вбивал в землю, получается теплица на курьих ножках. Мы ее решили повыше сделать, и вот приваривал к ней вот эти части нижние теплицы, и теперь у нас вот она будет чуть-чуть повыше. Заходить, конечно, не так удобно будет, надо будет не забывать, не спотыкаться. Вот здесь была грядка, где сейчас досками уложена. Вот я часть земли сюда, в соседнюю грядку перетащила, а здесь у меня там, где стежка будет, я постелила от собачьего корма, мешки порезала, они такой плотный полиэтилен. Ну, перекопала все, конечно, всю траву выбрала, потому что не хочется, чтобы сразу полезла трава. Вот, видите, потом сверху картон положила, а сверху досками просто старыми покидала, чтобы картон не улетал. И то еще не до конца, я еще планирую там докидать этих старых досок. С непривычки, конечно, первый день работы на даче мы упахались очень сильно. И при этом работы еще очень много предстоит. Сейчас я вам изнутри покажу, что я планирую тут делать. У нас уже по торцам мы сделали, видите, такие металлические листы. Мы закрываем вот эти торцы, раз мы подняли теплицу на вот это расстояние. Потом я буду вот так вот резать поликарбонат. После поликарбоната буду ставить доску, которая будет грядку формировать. И потом опять вот так же, вот такую же полоску поликарбоната, чтобы он защищал доску хоть немножечко от влаги, от грядки. Потому что доски очень быстро приходят в негодность. И не хотелось бы тратиться. Я хотела вообще металлические, чтобы мне муж грядки сварил из профиля. Ну, может быть, когда-нибудь его уговорю. Но это профиль надо покупать, потому что у нас всего 2 листа профиля. Мы вот надеемся, что нам хватит, чтобы вот эти вот торцы закрыть. И, ну, уже торцы закрыты, а теперь остались 2 стороны, чтобы их закрыть. Надеюсь, нам хватит этого профиля. Потому что мы, конечно, делаем из того, что есть. Не хочется сильно тратиться. И так дача достаточно много денег в себя постоянно забирает. Ну, стараемся использовать хотя бы то, что есть по максимуму. Поэтому вот так вот. Из говна и палок, как говорится. Работы предстоит, конечно, очень много. Не только с теплицей, а весь огород еще не паханный. Но и пока еще только 8 апреля, у нас есть время. Я рассчитываю все сделать до 12 мая, потому что 12 мая я поеду в Брянск. Я там записана к стоматологу на целую неделю через день. Не знаю, что получится у меня там или нет, все с зубами сделать. Но в любом случае там в разы дешевле, чем здесь у нас в Подмосковье делать. Вот эту вот грядку я делала в прошлом году. Здесь тоже ничего не было. Пустое место было. И я думаю, что я буду сажать все, конечно, в досках, пока в этих старых. Вот даже, вон там вот, видите, бутылки валяются. Это у меня там арбузы в том году были. Бутылки, как аккумуляторы тепла, служили. Конечно, еще очень много. Я как окину взглядом, сколько еще работы предстоит. Тем более, что муж у меня только по выходным может помогать, а в рабочие дни он на работе. То есть это в основном все предстоит мне.
заняться всем этим. Вот здесь вот у меня чеснок в этой грядке, уже носики показал, видно. Но не все еще носики, наверное, показал, но все-таки есть. И вот там еще одна грядка у меня тоже с чесноком. Здесь как-то поживее. 4 рядочка, и практически все вылезли. Кто-то нам перерыл, наверное, мыши или кроты. Ну, не кроты, мыши, наверное, повытащили всю землю около грядок и на стежках. Я хочу пройтись с ведерочком, с совочком, эту землю пособирать, в какую-то грядку высыпать, потому что эта земля, ну, как бы она изнутри вытащена, ни корней там, ничего, ни сорняков нет. Это вот я виноград открыла, он у меня был закрыт еловыми лапами, а сверху вот листовым опадом. Вот с 2 сторон у меня куча листьев, тоже в какую-нибудь грядку пихану. Ой, сколько дел еще предстоит. Вот это вот у меня подснежники. Я вспомнила, откуда у меня. Я ездила в том году в Брянск тоже лечить зубы, и моей сестры подруга дала мне луковичек мелких, и я их сюда покидала. А вот это вот, я уже забыла, как называется. Это мне соседка давала цветы. По-моему, императорский рябчик, или королевский, или царский, ну что-то в этом роде. Вот это вообще не знаю, что это зеленым бычком таким вылезло. Подснежники вспомнила откуда. Рябчики вспомнила, что это такое. А это неизвестное. Какие-то, может, нарциссы, не нарциссы, не знаю. Посмотрим, вылезет, вырастет, и я вам все покажу. Вот эта яблоня у меня тут из 3 стволов. Я, кстати, хочу мужа попросить вот слева ствол и справа ствол спилить и оставить только один. Вот этот левый ствол, он очень сильную тень мне дает. Там у меня куст винограда около забора. Мне кажется, мне столько яблок не нужно, тем более, что у меня есть еще яблоня богатырь на другой части участка. И вот здесь вот яблоня белый налив. Мы, кстати, неправильно спилили. Надо было сучки пилить прямо около ствола, а мы не знали и спилили вот так вот через одно место. Но надо будет осенью подпилить правильно. Вот эти еловые ветки я сюда все в угол стащила, потому что здесь стенка такая от соседей, тенечек, там все равно ничего не растет. Пусть эти ветки там гниют. Вот у меня здесь лук-батон начинает зеленеть. Если такими темпами пойдет, как сейчас июньская погода 20 градусов стоит, то через неделю будем уже со своим луком. Вполне возможно. Доски эти все уберу. Конечно, вот там и из теплицы, и вот эти 3 грядки мы разбирали, тоже там доски пока сложили. Вот отсюда убрали. Ну, наведем еще порядок. Но пока, конечно, дел столько, что просто ужас какой-то. Как подумаешь, клубнику надо уже подрыхлить. Тут у меня по ней еще этот чесночок мелкий попихан местами. Тоже надо. Вот он, где он, вот он, чесночок, вот он. Но он так в рядочек в серединке идет. Где-то побольше, где-то поменьше. Вот он побольше. Забыли выкопать, наверное. А может быть, ну не знаю я. Короче, дел полно. Я, кстати, я бы снимала, когда мы работаем. Но когда работаем, неудобно снимать. Нужно работать. Поэтому я опять вернулась к этой грядке. Я не знаю, как вам зайдет такой формат видео, как вот типа экскурсии, что планируется, и я буду время от времени показывать, что уже сделано. В процессе работы просто невозможно показывать. В следующий раз по той стороне вас проведу, покажу, что у меня там. Но там поменьше всего. Бардак, конечно, из теплицы повыкинули что-то, что-то просто вот мешок от корма. Это я туда обрезки всякого поликарбоната скидываю, потому что одно дело картон, другое дело вот этот пластик будет по всему участку валяться. Тоже не очень хотелось. К теплице была привязана веревка, я белье сушила. Теперь не знаю, к чему мне ее привязать, пока вот зацепила за сирень, потом придумаем.
за что ее зацепить, потому что я белье-то, конечно, ну, не то, что я здесь стираю, но некоторые вещи иногда приходится посушить, повесить. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересует ли вас такой формат видео, потому что, ну, пока что, конечно, особо нечего в подаче показывать, но со временем, летом будет интереснее. А я на этом заканчиваю. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.